Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы с вами будем делать тыкву. Очень давно ее хотела сделать, еще даже с прошлого года, но все никак не решалось. Во-первых, это работа с пенопластом, а во-вторых, я что-то пыталась обтягивать фоамираном, и мне ничего не получалось. Поэтому эту свою идею я вынашивала очень-очень долго. В интернете я как-то тоже видела, что обтягивают тыквы именно фоамираном, но у них это получается все так красиво, у меня нет. Но как получилось, так получилось. В итоге у меня получилась вот такая тыковка. Цветы я пока вставила то, что у меня было. Не знаю, возможно, я их тут и оставлю, возможно, что-то добавлю туда и все-таки сделаю вот в таких цветах сам букетик. Пока что делаем тыкву, так что давайте приступать. Ну и в первую очередь нам понадобится сам шар пенопласта. Мне вырезала его мама, поэтому он у меня из двух отдельных частей. Я склеиваю. И да, я не совсем хорошо разогрела клей, поэтому еле-еле его выдавливаю. Но ничего, склеиваю шар. Диаметр моего шара где-то 13 сантиметров. Вы же можете также вырезать или сами шар из пенопласта, или же купить уже готовый. После этого я намечаю место, где у меня в дальнейшем будут цветы, и делаю так называемые прожилки. Рисую их тоже карандашом, и именно в этом месте мы потом будем вырезать. Также саму форму своей тыквы можете делать не обязательно круглой, можете длинной, да любой. Я думаю, на что у вас хватит фантазии. После этого начинаем все хорошенечко вырезать. Вырезаю посерединке, делаю углубление и сами так называемые наши прожилки или дольки нашей тыквы. Я вырезаю ножом. Обязательно берите острый нож, иначе ваш пенопласт будет очень сильно крошиться, не резаться, ломаться, а острым ножом это будет делать намного-намного удобнее. Вырезаю я приблизительно не больше, чем сантиметр в глубину. В дальнейшем мы будем это все зачищать, поэтому не столь важно, как ровно вы это сделаете. Ну и я думаю, не обязательно, чтобы ваши все эти долечки были одинаковые по размеру. Все-таки природа непредсказуемая, и в природе можно встретить совершенно разные тыквы. И начинаем зачищать. Я использую мелкую наждачку, мне кажется, это идеальный вариант для того, чтобы сделать гладкой нашу тыкву. Зачищаем все края, сглаживаем наши неровности, и у нас получается красивая ровная тыква. Мусора будет, конечно, немало, но я думаю, что результат того стоит. Ну а для того, чтобы у нас было намного меньше мусора дома, я обычно или мочу руки в холодной воде,
Во-первых, не так сильно будет электризоваться сам пенопласт, ну а тем самым мы немножечко наш мусор, так сказать, оставим на наших руках и нигде в другом месте. Также в работе с пенопластом я пользуюсь или пакетом, я изначально разворачиваю пакет и уже внутри его вырезаю. И обязательно рядом возле меня всегда должен быть пылесос. Я привыкла постепенно работать и постепенно все убирать. Поэтому не люблю делать большой объем работы, потом это все убирать, когда тебе в этот момент приходится еще куда-то сбегать по квартире, весь пенопласт оказывается по всему дому. Поэтому самый лучший друг в работе с пенопластом – это пылесос. Где-то мусор, раз убрали. Что ты запрячешься? Вот уже набрала вся пенопласте, да? Да? Все зачистили и все хорошенечко сразу же убираем пылесосом. Также я пылесосом прохожусь и по самой нашей тыкве, чтобы убрать всю мелкую пыль. Теперь берем фоамиран. Я буду использовать зефирный фоамиран только потому, что у меня был лист, который у меня давно-давно лежал, и я все его никуда не могла деть. Не знаю, не пробовала делать обычным фоамираном, но я думаю, с него тоже получится. Приклеиваю сначала дно и начинаю натягивать. В этот момент я решила попробовать использовать фен. Это была, конечно, дурная задумка, поэтому по итогу смысла от него никакого. Я бросила все и начала обтягивать свою тыкву так, как у меня получилось. Со складками, без складок. Не получалось у меня сделать это ровно, поэтому сделала, как получалось. Также в процессе я все приклеивала термоклеем. Можно ли в этой работе использовать какой-то другой клей, не знаю, я сама им не пользовалась. Всегда в работе пользуюсь именно термоклеем. Мне кажется, это самый быстрый, самый удобный вариант. Все хорошо приклеиваем, все закрепляем. И уже когда я поняла, что от фена смысла никакого, я взяла утюг. И начала работать уже с самим утюгом. Так как у зефирного фоамирана есть свойство склеивания друг с другом, это все-таки хорошо. Все складочки не так сильно были видны, и по итогу у меня вся тыква сравнялась, и вот этих моих разрезов не так-то было видно. Но за счет того, что пенопласт у нас не идеально ровный, в итоге сама тыква после обработки утюгом стала не идеально ровная. Но я так подумала, что это не такая большая проблема, тыква не идеальная, поэтому мне это даже, наверное, на руку, так как впоследствии я буду красить и хочу придать своей тыкве немножко такой грязный цвет. После того, как я обработала свою тыкву утюгом, у меня получилась вот такая кривулька. Теперь нам нужно ее покрасить. Вставляю сверху 2 шпажки, для того, чтобы мне было удобнее красить, и мои руки не вымазывались, хотя в итоге все равно я вымазалась. И начинаем. На кисточку я намотала кусочек губки и крашу белой краской. У меня водоэмульсионная краска, нет у меня дома самой обычной художественной акриловой краски, хотя я думаю, что она бы держалась намного лучше, но с этой тоже получилось неплохо. Губкой я не просто прокрашу, а немного вбиваю саму краску в нашу тыкву, заполняя все пустые пространства. И знаете, что интересно? После того, как мы все-таки окрашиваем нашу тыкву, все наши соединения, все какие-то недочеты, они как бы сливаются, и их даже не видно. Если вы будете красить тыкву, фоамиран вы можете брать любого цвета.
Для тонировки я буду брать Color. Я привыкла именно в работе всегда использовать его. Покупаешь баночку и пользуйся сколько хочешь. Мешаешь любые оттенки и делаешь тот цвет, который тебе нужен. Я взяла коричневые оттенки, немножко смешала и буду снизу нашей тыквы наносить, делая нашу тыкву немножко такой пристаренной и грязной. Вы же можете свою тыкву покрасить в красивый оранжевый цвет. Поэтому смотрите, для чего хотите вы ее использовать. И подбирайте ту цветовую гамму, которая вам больше нравится. Ну и не забывайте, что каждый слой вашей краски должен хорошо просохнуть. Вся моя тыковка высохла, и теперь я буду покрывать лаком. Но у меня есть лак, который для полимерной глины и фоамирана. Ну а если у вас такого лака нет, используйте обычный акриловый лак. Хорошенечко прокрашиваю свою тыкву лаком, даю ей высохнуть, и на этом моя тыква готова. Ну а если вам понравилась идея моей тыквы, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм. Все ссылки будут в описании к этому видео. До новых встреч, пока-пока!